Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и просто кто случайно, волосинка на камере, и те, кто случайно оказался на этом, не побоюсь этого слова, противоречивом канале, да, потому что, много у меня всяких разных армий, поклонники, и хейтеры, и всего остального, но и те, и другие продолжают смотреть этот прекрасный, научно-популярный сериал под названием «Такси Хайп». Истории, которые происходят у меня, бесконечны, как и человеческие отношения. Поэтому буду вас и дальше радовать всевозможными историями. И прежде чем рассказать, что сейчас со мной будет, сейчас расскажу, что будет. Еду к Ане. К Ане, которая радует меня цветом волос, схожим с моим, и своим вокалом. Она радует меня, конечно, еще кое-чем. Все, наверное, помнят последнюю серию, где я должен был поехать с ней в гостиницу. Вот. Я пока не буду говорить, что там было дальше. Пока не буду. Мне хочется оставить эту серию как вишенка на торт. Сейчас у меня очередная встреча с ней. Она, что удивительно, сама ее инициировала. Обычно я все за бабами бегаю, а тут мне неожиданно позвонила и сказала: давай встретимся. Я думаю, это же прекрасно! Наконец-то я смог зацепить даму своим, вы, наверное, скажете, словоблудием, а мне хочется верить невероятным обаянием и чем-то очень большим на букву Х. Это харизма, друзья мои. Это харизма. Итак, еду к Ане, к моей рыжеволосой бестии Ане, на супер встречу. Ее я, конечно же, вам покажу обязательно. И вообще, хотите, если насколько вас не утомил этот сериал с моими похождениями к девчонкам. Самый лучший, обратная связь самая лучшая, это пальцы вверх, да, то есть лайки есть, их много, соответственно, вам это интересно, я вам буду показывать, как это происходит. Взаимоотношения мужчины и женщины — это тоже очень такая длинная история, потому что нет ничего одинакового и похожего ни в одних отношениях. И везде что-то свое, да, кто-то со своим тараканом, кто-то с двумя тараканами, кто-то... Всякое бывает. Поэтому ставьте. От вас не убудет, а контент прибудет. Вот такие будут штуки прикольные. Итак, я в пути. Осталось мне ехать минут 20. И все начнется. Какую-то песню хотел спеть по этому поводу, но что-то слова не лезут в голову. Зато стихами говорю, чувствуете. Выключусь на секунду, потом включусь, когда подъеду к Ане. Сейчас, секунду, я выхожу. Ты уже приехал? Да, девушка, ваш принц на белом Рено уже на месте. Я стою в кармане напротив входа. Больше доверенность будет. Нет, и никто ее не отзывал. Звонят, все звонят, тут не отвечают, там заняты. Это у нас называется мегаполис.
Мегаполис. В Москве есть вообще шутка. Почему все в Москве, все очень быстро двигаются, все очень быстро-быстро передвигаются, все в жизни очень быстро кипит, все очень быстро-быстро. А шутка такая самая, не знал, мне москвичи рассказали. Потому что, говорят, если ты остановишься хотя бы на секунду, тебя выебут. Не знаю, правда или нет, москвичи, ответьте, это правда? А, соответственно, те в регионах, у кого с этим трудности, можете приехать в Москву и постоять чуть-чуть на одном месте, и, возможно, у вас случится это. Ждем Аню. Че, ждем Аню, перья начистил. Пахну хорошо вроде. Ждем? Че, ждем? Ждем. Моя красавица идет в синем платьишке. В синем платьишке красавица моя. Пою я хуже, чем она. Ну и все такое. Блин, я только сейчас понял, что я совсем расслабился, не открываю двери девушкам. Садитесь, пожалуйста. Привет, привет. Как дела? Да непонятно. Непонятно, как дела? Непонятно, то взлеты, то падение. Это везде так у всех. Знаешь, я тебе могу сказать. Это у всех так. Ты прекрасно выглядишь. А что такая грустная? Я думал, ты позвонила мне, потому что в прошлый раз кто-то был, ну, может быть, не на самой большой высоте, но на такой средней сопке какой-то побывал. Может быть, я думал, что это может быть браслетик у тебя красивый. Часы. Это часы. Счастливые часов не наблюдают. Точно. Не буду... Там батарейка села. А, батарейка села? Нет мужчины поменять батарейку. То есть Кошмар. нужен мужчина, чтобы зарядить. Ну, так, понимаешь, вообще мужчина должен быть как-то в жизни женщине везде как-то присутствовать, помогать вот Своим? да, присутствием. А, присутствием. Ну, не только присутствием, делами. Самое Делами. важное – это дела от мужчины. Понимаешь? Все Это- только разговоры. Это разговоры. женщины так думают всегда. Вот почему они все время так вот пытаются быть? А как же? Вы же вообще эмоциями только живете. Какие дела могут быть? Вы же... А мужчины Вы не же- живут эмоциями. Нет. Да что ты мне рассказываешь? Мужчины, у них четкая логика. Только логика. Логика. И порядочность. То есть должен быть порядок. Сегодня... Сегодня один порядок, завтра другой. Жизнь так изменчива. Живем... И невозможно ведь Смотри. дважды войти в одну реку. Я понимаю. Я понимаю, что женщинам хочется всегда стабильности, какой-то вот этой вот околобытовой А с чего возни. ты взял вообще, что женщине это сейчас нужно? Не знаю. Мне Ну, я- кажется, женщины настолько независимые стали уже, знаешь, что как бы они не хотят тоже сковывать себя какими-то узами. Представляешь? Все было бы Что неплохо, хочу, если бы я то и тебя делаю. не прослушал, к сожалению, одну секунду, потому что я отвлекся на твои ноги. Но ты прости меня, мне это свойственно, потому что я же мальчик. И я тебе хочу вот что сказать, что каждый раз, когда диалог заходит в тупик и начинаются серьезные разговоры, я все время, ну не только я, этим многие пользуются, с козырей начинаю. Ну, как бы ходят, валят козырями. Ну, мы же- Живем один раз. Да. Не парься, все у тебя будет отлично, у меня тоже все будет отлично, несмотря на то, что ты вышла из суда. Надеюсь, все в порядке? Ну, отчасти в порядке. Я там уже 2 года варюсь, поэтому можно Но- уже идти юридическое, наверное, получать. Тебя не посадят? Да нет, меня-то нет. Это хорошо. Я вообще, видишь, только потому, наверное, и по судам хожу, что я такой человек, как бы, культуры. Культура должна быть внутри себя, и невозможно брать на себя какие-то другие возможности решения некоторых вопросов. Кто-то может решать вопросы силой, понимаешь? А я И иду это есть такие люди. законным путем, потому что считаю для себя единственно правильным. Ты что-то сегодня меня в серьезный лад пытаешься настроить, а я уже был настроен на такой какой-то такой. Ну, такой какой-то романтичный лад был настроен. Начинается. Я могу тебе его поднять, может быть, бутылочка игристого растопит сердце снежной королевы.
если потопит? Так, рассказывай, что, ну, вот помимо суда, что тебя еще беспокоит в наших отношениях? Наших нет. Наверное, их просто нету. Поэтому что может беспокоить? Ах, вот ты откуда начала заходить. Это очень неожиданно. Очень сильно неожиданно. Так а что? Я говорю, что есть, понимаешь? Вот человек может же говорить то, что он видит, понимаешь? Так. Одни люди могут держать что-то в себе, а другие не могут. Они будут об этом рассказывать прямо сразу в лоб. Понимаешь, я прямая, как стрела. Вот так вот. Вот какая есть, понимаешь? Вот. Продолжай. Притворяться я не умею, к сожалению, вообще. Я не актриса, Так, чтобы ты понимал. так. Поэтому, как бы игры играми, понимаешь, нужно понимать серьезность и какую-то ответственность за свои слова. Это нормально, по-моему. Ты же мужчина. Да, у меня и в паспорте так написано, пол мужской. Я правда хотел там все время исправить на пол кафель или ламинат написать, но я боялся, что эту шутку могут в некоторых местах не оценить. Но в целом я понимаю, к чему ты клонишь. Ты молодец. Моя милая подружка. Ты молодец, ты Я- умеешь поднять настроение. Я умею поднять не только настроение, но и несколько килограмм. Тратила. Нет, не тратила какого-нибудь веса. Но суть не в этом. Смотри, я же, не дурачок, хоть и могу быть иногда похожим на него. Я же понимаю прекрасно, да, что рано или поздно всегда всем девушкам хочется вот этого самого отношений, там каких-то серьезностей. Только ты пойми, эта плоскость такая, она, скажем, от каждодневного созвона до ЗАГСа. Вот такой разброс, да. То есть мы можем созваниваться каждый день. Ты можешь познакомить меня с родителями, или я могу тебя познакомить с своими родителями. Мы можем начать встречаться с друзьями и тусоваться, позиционируя себя как пара. Потом мы можем... Что это тебя понесло? Нет, я же тебе рассказываю про диапазон сразу, чтобы ты не ходила вокруг да около. Потом мы можем жить вместе, да? Мы можем... Или, например, мы можем жить по выходным только вместе. Потом мы можем жить вообще вместе. Потом у нас типа гражданский брак затяжной. А потом, это уже следующее, я тебе по ступенькам говорю. А потом это ЗАГС. Это долго, но ты понимаешь, какая ситуация? И во всех этих моментах это все считается отношениями. И половина из них серьезными. Твои амбиции в какой плоскости лежат в этом плане? Скажи мне, пожалуйста. Мне просто интересно. Я не знаю, ты сейчас рассказал столько ступенек, я что-то теряюсь. Значит, У меня до прийти счастья одна ступень. Прийти Как психолог говорит, у кого-то до счастья куча ступенек, понимаешь, их надо все преодолевать, вот так вот скарабкиваться, и только потом ты будешь счастливым. А у кого-то одна ступень. Вот у меня, наверное, одна большая. Какая? Я боюсь это озвучивать. А не надо бояться. Ты меня осилишь. Ты знаешь как, я же не буду тебя там разводить как чай в стакане. Я скажу сразу, осилю я ее или нет. То есть ты мне просто скажи, какая твоя ступень. Мы что? Что ты хочешь? Какой финал этой битвы полов? Скажи мне, пожалуйста. Это самое главное, я не хочу все время биться за что-то. Вот это точно. То есть ты хочешь свадьбу? Я даже, видишь, у меня рот даже произнести этого слова не может. Вообще, вот для меня сначала это серьезность отношений, а потом все остальное. То есть общие друзья, и все остальное. Все, что у тебя шло к этому, ступеньке, у меня наоборот, первая ступень это определение даже само, что действительно серьезные отношения, я готов. Ты представляешь, если меня пригласят в Москву, например, на съемки, представляешь, там какого-нибудь сериала, 25 серий, мне надо будет жить там 3 месяца, целых 3 месяца. И что? А ты мне говоришь, мы тут раз-два, встретились, у каждого своя судьба, у меня своя, у тебя своя, пока. Понимаешь? А зачем тогда вообще все чего-то начинать? Оно теряет смысл. Понимаешь? А если ты понимаешь, ты готов все бросить и уехать за мной на край света, просто все так раз и отказаться от всего, все новое, понимаешь, чирик, и тебе это нужно, потому что есть я.
тогда все складывается по-другому. Вот это одна большая ступень, которую как бы нужно преодолеть или как бы вообще не стоит пытаться. Прикинь? Прикинул и чувствую, что мое романтическое настроение потихоньку превратилось не в романтическое, скажем так. Я уже сказал, что я понимаю, о чем ты говоришь, но смотри, есть же разные варианты, как я уже их озвучил. Ну, ты хочешь в Москву на съемки, это прекрасно. И Да, хочешь, но чтобы не, у тебя... не факт, что это все Я понимаю, но чтобы у тебя... Я понимаю, чтобы у тебя было куда вернуться, правильно ты говоришь про это? Да не то, что мне как бы, понимаешь, мне не важно где, мне важно с кем. Вот для меня вот перспективы такие, как бы, либо человек рядом, и я могу на него опереться, Так. либо нахер он нужен рядом вообще, понимаешь? Какой смысл? А как же удовольствие, романтика, Удовольствие, эмоции? романтика, эмоции можно получить в кино вообще просто. Вот Да я ладно. поснималась 2 дня, понимаешь, у меня столько, блядь, эмоций, ты не представляешь, я раньше столько не материлась, сколько там. Меня научили за 1 день воспринимать все по-другому. Просто пиздец, понимаешь? Это, блядь, не я просто, понимаешь? Судя по количеству мата, это было в Москве, да? Да? А там любят такое, я знаю. Там сидят, потом все как матюгнутся. А мне главное, Ничего понимаешь, мне личного. пришлось через себя перешагнуть, чтобы сыграть эту роль, а после этого, понимаешь, мне сказали, а это, блядь, говно, и чтоб мир этого не видел. У меня такое же было с моим первым выступлением в детском саду. Ну ты не расстраивайся. Меня туда тоже забраковали, зато сейчас я вполне востребован. Ведь, слушай, есть же интуиция, да? Вот, Ну вот да. мы не умеем ее слушать. У меня Не. все сразу складывалось так, что, Да. понимаешь, и самолет задержали на час. Мгм. И параллельно шла посадка на Римени. Я бы с удовольствием улетела в Италию вообще, понимаешь? И с аэропорта меня не встретили. Я за свой счет взяла такси. 2 часа по пробкам в Одинцово. 2 часа, понимаешь? И потом на следующий день я приболела, весь день дома я валялась, думаю, ну что же я приперлась-то? И потом один день вот такой вот до 2 часов ночи, который меня вывернул просто душу наизнанку. У нас будет волшебство сегодня? Я не знаю. Ты чего, мать? Ты успокойся. Что происходит? Так, ты еще творишь? Сейчас и я расплачусь. Тебе не надо. Все, успокойся. Я обещаю подумать. Я же не сказал нет. Я сказал, что я подумаю. Сука! Ты знаешь, ко мне вновь пришло романтическое настроение. Я понял, что плачущие женщины тоже могут вызывать определенную реакцию. Поэтому я предлагаю с тобой все-таки, как у классика было сказано, как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку. Вроде у Пушкина. Могу ошибаться. Поэтому берем шампанское, берем Пушкина. И у меня еще пару платков есть. И будем исправлять ситуацию. А над твоим предложением я обещаю подумать. Ну все, успокойся.